Представьте, звезда начинается с холода. Представьте себе абсолютную тьму. Температура минус 250 градусов по Цельсию. Ни света, ни огня, только холодное облако газа, медленно плывущее в глубине галактики. Именно там начинается история каждой звезды. Наше Солнце. Звезды в созвездии Ориона. Гиганты, взрывающиеся сверхновыми. Все они когда-то были просто частью ледяного молекулярного облака. Но как из почти абсолютного холода рождается объект, разогретый до миллионов градусов? Как тишина превращается в термоядерный огонь? Все начинается с гравитации. Небольшое уплотнение в облаке чуть плотнее, чем вокруг. Казалось бы, мелочь. Но гравитация – сила настойчивая. Чем плотнее участок, тем сильнее он притягивает вещество. Чем больше притягивает, тем плотнее становится. И вот уже начинается коллапс. Газ сжимается, температура растет. Представьте велосипедный насос. Когда вы сжимаете воздух, он нагревается. А теперь представьте, что этот процесс длится сотни тысяч лет и охватывает массу в тысячи раз превышающую Землю. В центре рождается протозвезда. Она еще не светит по-настоящему. Она только готовится. И вот наступает критический момент. Температура в ядре достигает примерно 10 миллионов градусов. Ядра водорода начинают сталкиваться с такой силой, что объединяются в гелий. Начинается термоядерный синтез. Звезда загорается. Но самое удивительное – это баланс. Гравитация продолжает сжимать звезду внутрь, а энергия, рождающаяся в ее ядре, давит наружу. Если эти силы уравновешиваются, звезда может жить миллиарды лет. Наше Солнце удерживает этот баланс уже 4,6 миллиарда лет. И благодаря этому существует жизнь на Земле. Подумайте об этом. Все начинается с холодного облака, а заканчивается светом, который способен согревать планеты и создавать условия для жизни. Каждая точка в небе – это история преодоления холода гравитацией и зажигания огня. И прямо сейчас в нашей галактике рождаются новые звезды. Возможно, среди них будущие миры, где кто-то однажды будет смотреть в свое небо и задаваться тем же вопросом: как все это началось? Протозвезда. Когда гравитация берет верх. Итак, холодное молекулярное облако уже начало сжиматься. Но что происходит дальше? Представьте огромную сферу газа, размером в несколько световых лет, которая постепенно теряет устойчивость. Гравитация, самая терпеливая сила во Вселенной, не спешит. Она медленно, но неизбежно стягивает вещество к центру. Чем плотнее становится область, тем сильнее ее притяжение. Это замкнутый круг. Больше плотность, больше гравитация, еще больше сжатие. В центре формируется горячий сгусток – протозвезда. Это еще не настоящая звезда. Это ее зародыш. Температура внутри уже достигает 1000 градусов, но термоядерных реакций пока нет. Свет, который мы могли бы увидеть, это не горение, а тепло от гравитационного сжатия. Интересный момент. Почти всегда протозвезда не остается в одиночестве. Вещество вокруг нее не падает строго вертикально. Облако уже имело небольшое вращение, и при сжатии это вращение усиливается. Точно так же, как фигурист ускоряется, прижимая руки к телу. В результате вокруг молодой звезды образуется вращающийся диск, аккреционный диск. Это плоская структура из газа и пыли, которая постепенно подкармливает протозвезду. Именно в этих дисках позже рождаются планеты. Но есть еще один впечатляющий феномен. Из полюсов протозвезды вырываются узкие струи вещества – джеты. Они могут растягиваться на расстояние в световые годы. Космический телескоп Hubble Space Telescope детально зафиксировал такие структуры. Почему это происходит? Магнитные поля и вращения направляют часть энергии вдоль оси вращения. Вещество выбрасывается наружу, словно звезда дышит,
и освобождается от лишнего углового момента. Этот этап может продолжаться сотни тысяч лет. Все это время звезда растет, набирает массу, сжимается и нагревается. Масса определяет судьбу от красного карлика до сверхновой. Когда звезда зажигается, ее дальнейшая жизнь почти полностью определяется одним параметром – массой. Не цветом, не размером диска, не местом в галактике. Именно масса – главный фактор, который решает, сколько звезда будет жить и чем все закончится. Представьте две звезды. Одна немного легче Солнца, другая – в 20 раз тяжелее. Обе родились похожим образом. Обе зажгли термоядерный синтез. Но их судьбы будут совершенно разными. Малые звезды – долгожители Вселенной. Самые распространенные звезды во Вселенной – это красные карлики. Они меньше и холоднее Солнца. Они сжигают водород крайне медленно, очень экономно. Настолько экономно, что могут существовать сотни миллиардов лет. Для сравнения, возраст самой Вселенной – около 13,8 миллиарда лет. Это значит, что ни один красный карлик еще не успел полностью прожить свою жизнь. Вселенная слишком молода. Звезды типа Солнца – стабильность миллиарды лет. Звезда с массой, близкой к солнечной, живет примерно 10 миллиардов лет. Сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного пути. Когда водород в ядре закончится, оно начнет сжиматься. Внешние слои расширятся. Звезда станет красным гигантом. Затем сбросит оболочку, и останется белый карлик, горячий, плотный остаток. Без взрыва сверхновой, без катастрофы. Просто постепенное угасание. Массивные звезды, быстрые и яркие. А вот если звезда в 10, 20 или даже 50 раз тяжелее Солнца, все меняется. Чем больше масса, тем сильнее гравитация, тем выше температура в ядре. И тем быстрее идут реакции. Такие звезды живут всего несколько миллионов лет. Космическое мгновение. Они проходят через последовательность синтеза элементов. Водород-стрелка, гелий-стрелка, углерод-стрелка, кислород-стрелка, кремний-стрелка, железо. Но железо – тупик. Его синтез уже не дает энергию. И когда ядро заполняется железом, баланс рушится. Гравитация мгновенно берет верх. Происходит коллапс. И затем взрыв сверхновой. Мгновение, в котором высвобождается больше энергии, чем Солнце излучит за всю свою жизнь. Именно в таких взрывах рождаются элементы тяжелее железа – золото, уран, платина. Когда вы держите в руках золотое кольцо, вы держите материал, созданный в катастрофе звезды. После взрыва может остаться нейтронная звезда, объект плотностью, сравнимой с атомным ядром, или черная дыра, гравитационный объект, от которого не может уйти даже свет. Рождение планет. Как из пыли появляются новые миры. Когда звезда загорается, история только начинается. Вокруг нее все еще остается вращающийся диск газа и пыли, тот самый аккреционный диск, который питал протозвезду. Но теперь этот диск становится строительной площадкой для будущих миров. И здесь начинается одна из самых удивительных глав космической эволюции. Космическая пыль – основа всего. На первый взгляд, космическая пыль кажется чем-то незначительным. Это микроскопические частицы, силикатные зерна, углеродные соединения, замерзшие молекулы воды и других веществ. Но именно из этой пыли формируются планеты. Представьте туманное облако вокруг молодой звезды. Частицы сталкиваются, некоторые отскакивают, но часть слипается. Электростатические силы помогают им соединяться. Миллионы столкновений, миллионы лет. Постепенно зерна превращаются в гальку. Галька – в камни. Камни – в километровые тела, называемые планетоземалями. Это уже не пыль, это зачатки планет. Наблюдения, полученные с помощью радиоинтерферометра ALMA и инфракрасных телескопов, включая James Webb Space Telescope,
показывают диски с четкими кольцами и пустотами. Эти пустоты — вероятные следы формирующихся планет, которые прочищают себе орбиту. Мы буквально наблюдаем процесс рождения миров в реальном времени. Гравитация вступает в игру, когда объект достигает достаточного размера, примерно километра и больше, его собственная гравитация начинает играть серьезную роль. Звезды и жизнь, как космический свет, создает миры. Когда мы говорим о рождении звезды, легко представить это как отдельное событие. Облако сжалось, вспыхнул свет, появилась новая точка на небе. Но на самом деле рождение звезды — это событие галактического масштаба. Звезды — это не просто источники света. Это фабрики элементов. Это регуляторы галактик. Это архитекторы условий для жизни. Давайте посмотрим шире. Звезды — фабрики химии. В первые минуты после Большого взрыва во Вселенной почти не было разнообразия. В основном водород и гелий, немного лития, никакого кислорода, никакого углерода, никакого железа. Звезды стали первой настоящей химической лабораторией космоса. В их ядрах водород превращается в гелий, затем гелий — в углерод. В массивных звездах цепочка продолжается. Кислород, неон, кремний, железо. Каждый новый элемент требует более высокой температуры и давления. Когда массивная звезда взрывается как сверхновая, эти элементы выбрасываются в межзвездное пространство. Они смешиваются с газом и пылью, из которых будут рождаться новые поколения звезд и планет. Мы называем это химической эволюцией галактики. И если бы первые поколения звезд не прошли через этот цикл, не существовало бы каменных планет. А значит, не существовало бы и жизни в привычном нам виде. Звезды формируют структуру галактики. Рождение звезд происходит не случайно по всей галактике. Оно связано со структурой спиральных рукавов, сжатиями газа и даже с ударными волнами от предыдущих сверхновых. Когда массивная звезда взрывается, ее ударная волна может сжать соседние участки молекулярного облака, запуская новое звездообразование. Это похоже на цепную реакцию. Свет одной звезды может стать причиной рождения другой. Таким образом, галактика — это динамическая экосистема. Звезды не просто живут в ней, они формируют ее. Даже черные дыры в центрах галактик влияют на процессы звездообразования, выбрасывая мощные потоки энергии, которые могут либо стимулировать, либо подавлять формирование новых светил. Звезды и обитаемость. Но самое интересное начинается, когда мы говорим о жизни. Не каждая звезда подходит для появления планет с устойчивыми условиями. Слишком массивные звезды живут слишком мало. Слишком активные могут испарять атмосферы близких планет. Слишком маленькие могут создавать экстремальные магнитные вспышки. Звезда типа Солнца оказалась удивительно подходящей. Стабильная светимость, долгий срок жизни, относительно спокойная активность. Это позволило Земле поддерживать жидкую воду миллиарды лет, достаточно долго для развития сложной жизни. И вот интересный вопрос. Сколько еще таких звезд во Вселенной? По современным оценкам, только в нашей галактике могут быть миллиарды звезд, похожих на Солнце. А значит, потенциально миллиарды планет в обитаемой зоне. Рождение звезды — это не просто астрономический процесс. Это потенциальное начало новой истории жизни. Космический круговорот. И вот мы возвращаемся к самому началу. Звезда рождается из облака газа, живет миллионы или миллиарды лет, создает элементы, умирает, и ее вещество становится частью нового облака. Этот цикл продолжается уже 13,8 миллиарда лет. Каждое поколение звезд делает Вселенную чуть более сложной, больше химии, больше структуры, больше возможностей. И где-то в этом бесконечном круговороте однажды появилось Солнце, а вокруг него — Земля. А на Земле — жизнь, способная осознавать этот процесс. И вот главный момент,
Когда вы смотрите на ночное небо, вы видите прошлое. Вы видите источники света, которые формируют материю будущего. Каждая звезда — это одновременно конец и начало. Конец холодного облака, начало новой системы, начало химии, начало потенциала жизни. И прямо сейчас, в Млечном Пути, рождаются новые звезды. Возможно, среди них есть та, вокруг которой однажды сформируется планета с океанами. И, возможно, кто-то там будет смотреть в свое небо и задаваться тем же вопросом. Как рождаются звезды? Когда мы начинали эту историю, все было просто. Холодное молекулярное облако в глубине галактики. Почти абсолютный холод. Почти полная тишина. А теперь посмотрите, к чему мы пришли. Из холодного газа рождается протозвезда. Из протозвезды — термоядерный источник света. Вокруг него формируются планеты. На одной из них появляется жизнь. Жизнь начинает изучать звезды. Это не поэтическая метафора. Это подтвержденная наукой последовательность событий. Каждый этап от гравитационного коллапса до синтеза тяжелых элементов наблюдается телескопами, моделируется на суперкомпьютерах, проверяется спектроскопией и физическими расчетами. Мы видим молекулярные облака. Мы фиксируем протозвезды. Мы наблюдаем диски, где рождаются планеты. Мы изучаем сверхновые и остатки звезд. И самое удивительное, этот процесс не редкость. Он происходит постоянно. Прямо сейчас, где-то в спиральных рукавах Млечного Пути, тысячи новых звезд находятся на разных стадиях рождения. Некоторые только начинают сжиматься. Некоторые уже готовятся к зажиганию. Некоторые только что вспыхнули. И вместе с ними формируются новые миры. Вселенная не статична, иногда кажется, что космос — это неподвижная картина. Но в действительности это непрерывный процесс. Галактики сталкиваются, облака сжимаются, звезды загораются и гаснут. Вселенная — это динамическая система, где материя постоянно перерабатывается. Мы — часть этого цикла. Атомы в наших телах были рождены в недрах звезд предыдущих поколений. Когда-то они находились в центре сверхновой. Теперь они позволяют нам мыслить, чувствовать, исследовать. И однажды, через миллиарды лет, вещество Солнца тоже станет частью межзвездной среды. Может быть, из него родятся новые звезды, новые планеты, новые формы жизни. А что дальше? Наука продолжает изучать звездные колыбели с все большей точностью. Телескоп James Webb Space Telescope раскрывает детали протопланетных дисков. Радиомассивы изучают молекулярные облака. Компьютерные модели уточняют влияние магнитных полей и турбулентности. Но остаются вопросы. Почему эффективность звездообразования именно такая? Почему одни облака рождают сотни звезд, а другие — почти ни одной? Насколько универсален процесс формирования планет? Как часто возникают условия для жизни? Каждый новый ответ порождает новые вопросы. И это нормально. Так развивается наука. Самый вдохновляющий вывод — рождение звезды — это не просто физический процесс. Это механизм, через который Вселенная усложняется. Сначала были только простые элементы, потом появились звезды, потом тяжелые элементы, потом планеты, потом жизнь. И все это началось с небольшого гравитационного уплотнения в холодном облаке. Подумайте, насколько тонко должны быть настроены законы физики, чтобы такой путь вообще был возможен. Гравитация должна быть достаточно сильной, чтобы сжимать облака. Ядерные силы, чтобы поддерживать синтез. Электромагнитное взаимодействие, чтобы формировать химические связи. Все это работает вместе. И результат — свет в ночном небе. Когда вы смотрите на звезды, в следующий раз, когда вы посмотрите вверх, попробуйте увидеть в этих точках света не просто красоту, а историю. Историю холода, преодоленного гравитацией, историю огня, зажженного давлением, историю элементов, созданных в недрах звезд,
историю миров, появившихся из пыли, и, возможно, историю будущего. Потому что где-то среди этих звезд сейчас формируется новая планетная система. И, возможно, через миллиарды лет там тоже появится кто-то, кто будет задаваться тем же вопросом: как рождаются звезды?